Медитации, которая 10 лет была монахиней в Мьянмаре, и я с ней познакомилась еще в Мьянмаре. Она медитировала в паок традиции там. И сейчас уже, мне кажется, уже 5 лет, наверное, она вернулась в мирскую жизнь, и ее основное занятие сейчас это учить людей медитации. И чем она успешно занимается. Она моя близкая, ну, довольно-таки близкая подруга, и, может быть, если я начну сейчас личное свое мнение выражать, это будет не очень объективно, но для меня на самом деле уникальный учитель медитации, который учит каждого персонально, не какими-то общими инструкциями, а каждого индивидуально. И это в этом есть большая сила. Есть какой-то у человека талант видеть, где у тебя проблема, и движет, это мой опыт, но и движет больше, может, не столько сострадания, сколько как я могу помочь этому человеку, чтобы у него получилось, чтобы он мог дальше прогрессировать, что я могу сделать. Вот больше такой экспериментаторский дух. И вот с ней очень интересно бывает поэкспериментировать в медитации. Ну, вот так, наверное. Great. Yeah, whatever Pia said. So, first thing, maybe just for the peacefulness of the group, let's keep our microphones turned off unless we are speaking. Во-первых, для того, чтобы у нас здесь было тихо и мирно в группе, давайте мы выключим все свои микрофоны и будем их включать только если мы будем говорить. So that we don't get everybody's background noise. Чтобы нам не были слышны фоновые звуки у каждого из участников. Wonderful. And so I don't know what Pia said, but Only good things. Only good things. So initially, Pia asked me if I would give you all a Dharma talk. Вначале Пия спросила меня, если бы я предложила вам беседу о Даме. And what's that, sorry? Okay, not sure. So yeah, Pia asked me if I would give a Dharma talk, and I said no. А я сказала не дам. And the reason that I don't really like to give Dharma talks is because in my experience, all of the meditators are different. И мне не нравится давать беседы о Даме, потому что мой опыт таков, что все медитирующие люди, они разные. Maybe if I say something that is right for some people, then it might be not the right thing for other people. И может, если я скажу что-то, что подходит одному человеку, оно может не подходить другому. And so I usually, when I speak with a new group of people, I prefer to make like questions and answers. И обычно, когда я говорю с новой группой людей, я предпочитаю, чтобы это были вопросы и ответы. So you can ask me the questions that are important to you right now. Так что вы можете задать мне вопрос, который вам важен сейчас. So we've got an hour together today. У нас час сегодня вместе. And you're welcome to ask me whatever you want. И вы можете задать мне любой вопрос. I will answer almost any question. Я отвечу почти на любой вопрос. And a few different ways that you can ask the questions. Есть несколько методов, как вы можете задать вопрос. So one way is you can just turn on your microphone and you can ask the question and Pia will translate and I'll answer. Вы можете просто включить свой микрофон и задать вопрос, Пия переведет, и я отвечу. And if you don't want to do that, then you can raise your hand and then we will call on you. А если вы не хотите сделать этого, вы можете поднять свою руку, и мы вас позовем.
If you don't want to do that, then you can raise your virtual Zoom hand and then we'll call on you. А если вы не хотите этого делать, вы можете поднять виртуальную Zoom руку, и тогда мы пригласим вас. And if you're too shy even to do that, then you can write your question in the chat and then we will answer those if there's enough time. Но если вам не смело сделать даже этого, тогда можете задать вопрос в чате. All right. And then at the end, maybe we will do a few minutes of meditation together. И в конце мы помедитируем несколько минут вместе. Okay, so does anybody have a question that they would like to ask today? Есть ли у кого вопрос, который они хотели бы задать? У меня вопрос. Не видно Бет и не видно вас. Можно ли как-то включить камеру? Vlad is saying that he cannot see us and asking to turn on the cams, but our cams are on. I can Cameras see. are on, yeah. Yeah. Vlad, наши камеры включены, и моя, и Beth. Да, почему-то я не вижу. Хорошо. Мне видно. Окей. Хорошо. Тогда вот как быть? Многие люди уже прислали вопросы, заранее обдумав самые насущные свои проблемы в медитации. Можно задавать такие вопросы, потому что у меня уже список большой. So, how shall we do? Actually, people have already sent their They already questions put their questions. in Then we have advance. Yes, do we have many a question questions. master? Yes, so Vlad is the question master. All right. Then hit me with the questions, Vlad. Хорошо, Влад, задавайте свои вопросы. Итак, я подобрал так, что вначале самые простые вопросы для начинающих людей. И вот один из таких вопросов. Обязательно ли сидеть в позе лотоса? И обязательно ли, если мы можем практиковать не только в позе лотоса, обязательно ли должна быть прямая спина? So I sorted the question starting from those that are, pertinent to beginners and then increasingly. So the first question is it necessary to sit in lotus posture? And No. Okay, and if not, so is it necessary that the back for the back to be straight? Yeah, so it's not necessary to sit in the lotus posture. And it might even be bad for you if it's very uncomfortable. Не обязательно сидеть в позе лотоса, и это даже может быть плохо для вас, если это вам неудобно. We want to sit with our body comfortable. Мы хотим, чтобы тело было удобно. And we want to sit with our body in a position that will become more comfortable with time. И мы хотим сидеть в такой позе, которая будет становиться только удобнее со временем. So if you're not used to sitting with your back straight, it might be uncomfortable at first, but when you get used to it, it's going to become more comfortable because it's the natural way that your body supports itself. Если у вас нет привычки сидеть с прямой спиной, поначалу это может показаться неудобным, но со временем вы почувствуете, что это становится все удобнее и удобнее, потому что это наша естественная позиция — быть с прямой спиной. But if you are used to sitting with your posture hunched over and you hold it for a long time, it's going to become more and more uncomfortable with time because all your muscles need to tense up to be able to stay in that posture for a long time. А если сидеть сгорбившись, то со временем эта поза будет становиться только неудобнее, потому что мускулы будут напряжены. Also, we want to sit in a posture that our breath can flow naturally. Мы также хотим сидеть в такой позе, чтобы наше дыхание естественно было естественно, текло естественно. So it's very helpful if our back is straight, but not forced straight, just comfortable straight. Так что нам очень поможет, если спина будет прямой, но не через силу напряженно прямой, а расслабленно прямой. Okay, next question. Следующий вопрос. Участник нашей группы спрашивает. Вот он заметил, что когда он напрягается, мыслей становится больше. Он делает расслабление и впадает в скуку. Как работать со скукой? То есть он попадает в такую вилочку. Либо напрягается, отпускает напряжение, впадает в скуку. Как быть? So one meditator says, so he is
Straining too much is too much effort, then many thoughts arise, no restlessness. But when he lets go of effort, then it becomes boring. So what to do with the boredom? How to deal with the Yeah. boredom? Yeah. So sometimes we fall off balance in our meditation because we only have one tool in our toolbox. Иногда мы становимся неуравновешенными в медитации, потому что среди наших инструментов мы имеем только один инструмент в нашей коробке инструментов. And for most of us, the tool that we use the most is our effort. И для большинства из нас этот инструмент — это усилие. And so we've learned this through the life. The harder I try, the quicker I get the result. Жизнь научила нас так, что чем сильнее буду стараться, тем быстрее я получу результат. But some of you might have noticed already that meditation isn't like that. And if you try very, 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 very hard, you just get in a tangle. И некоторые из вас, наверное, уже заметили, что медитация так не работает. И если мы стараемся очень сильно, то мы спутываемся. So we need to make a balanced effort if we want to progress in meditation, not too tight, not too loose. Да, поэтому в медитации у нас усилие должно быть сбалансированным, не слишком напряженное, не слишком расслабленное. The Buddha gave this simile like if you hold a quail too tight in your hand, you kill it. But if you hold it too loose, it flies away. Будда дал такое сравнение с перепелкой. Если ее держать слишком в ладони слишком сильно, то мы ее убьем. А если расслабить ладонь слишком, то она улетит. So we need to learn to hold the quail comfortable so that it's so comfortable there it lies down, it takes a nap. Поэтому нам надо научиться, как держать перепелку удобно, так, чтобы ей было удобно настолько, что она легла бы и уснула. I'm not sure if quails lie down to take a nap. I think they probably nap standing up, but it doesn't matter. Не уверена, ложатся ли перепелки, чтобы соснуть, но не важно. So when we are making our balanced effort, then we might notice some other disturbances come into our meditation. Когда мы пытаемся сбалансировать усилия, мы можем заметить, что какие-то отвлечения возникают в медитации. And boredom is one of those disturbances. И скука — это одно из таких преград. So it could be boredom or anything. We could get angry or craving or lustful or anything, but also could be boredom. Может быть, что угодно. Скука, может быть, злость, может быть, жажда или страсть, что угодно. Ну, может быть, и скука. So disturbance comes in, but we can't make more effort. So what to do? Возникает препятствие, но мы не можем приложить больше усилия, балансируем усилия. Так что делать? So we need more tools in our meditation toolbox. Нам нужно больше инструментов в нашей коробке инструментов. And there are lots, so I won't speak about them all now. И их может быть множество, я не буду о всех говорить. But now I will just give you 3. Сейчас я дам вам 3. So one of them is joy. Одна из них — это радость. And joy is a very good one to overcome boredom. Радость очень помогает преодолеть скуку. So can we find a way to enjoy being with our meditation object? Можем ли мы найти, как мы можем быть с объектом медитации радостно? And this is our job when we meditate, to cultivate enough joy. И это одна из наших задач, когда мы медитируем, развить достаточно радости. Like if you go on a first date, for example, Например, когда вы идете на первое свидание, and you don't make any effort to like the other person or look for the good things, then quickly you will become bored.
Если вы не приложите никакого усилия для того, чтобы вам понравился другой человек, или узнать что-то новое, то вам скоро станет скучно. But if you purposefully look for the things that you might like, then maybe you have a good time. Но если вы намеренно будете искать вещи, которые вам нравятся, то вы можете хорошо провести время. Like, actually, oh, I quite like their smile. Oh, actually, I quite like their shoes. Maybe you'll have a good time. Да, мне на самом деле мне нравится, может, его улыбка или его ботинки. Может, у вас будет хорошее время вместе. So that's the first one, joy. And then we also need to cultivate interest. Так что первое — это радость, вторая — нам также надо развивать интерес. So, Tanya, can we mute you? Maybe. Yeah, so we also need to cultivate interest. Нам также надо развивать интерес. Our meditation object isn't going to make any effort to make itself interesting for us. А наш объект медитации не приложит никаких усилий для того, чтобы сделать себя интересным для нас. That's our job to make it interesting. Это наша работа, наша задача сделать, чтобы он был интересен. So again, if you go on a date and you show no interest in the person you're on a date with, you don't ask them any interesting questions, then probably you will get bored. Опять же, если вы пойдете на свидание, и вы не приложите усилий для того, чтобы поинтересоваться другим человеком, чтобы задать какие-то вопросы, то вам скоро станет скучно. But if you're curious about them, interested in them, then they will become interesting. Но если вам интересен тот человек, то будет интерес. And then the last tool I'll give you for now, before we do the next question, is contentment. И последнее из наших инструментов, который я дам сейчас перед следующим вопросом, это удовлетворенность. Contentment means we don't want something else. Удовлетворенность значит, что мы не хотим чего-то еще. Because that is the lie of existence, that the happiness is somewhere else. Потому что это обман существования, что счастье где-то там. So if we have no contentment, we might misunderstand, oh, what am I doing still here meditating? It's so boring. I could be doing something much better. Таким образом, когда мы медитируем, если у нас нет удовлетворения, мы можем подумать, что я делаю тут, сижу, медитирую, может, заняться чем-то намного лучше. But then we go and do that something else, and then quickly we need to do something else and something else because it's never satisfying. И мы идем делать что-то другое, и потом еще что-то, еще что-то, еще что-то, и потому что это никогда не приносит удовлетворения. When we practice contentment, we understand just this moment with my meditation object is all I need. It's good enough. Но когда мы практикуем удовлетворенность, то мы понимаем, что только вот этот момент, всего лишь этот момент с моим объектом медитации, этого достаточно. There's 3 options for when you get bored. Don't make more effort, but make more joy and more interest and more contentment. Так что вот еще методы, что можно делать, когда вам скучно. Это развивать радость, интерес и удовлетворенность. Next question. Следующий. Следующий вот какой вопрос. Если человек имеет время для того, чтобы помногу заниматься медитацией, нужно ли как-то менять режим питания, сокращать порции или какую-то особую пищу? So if somebody has quite a lot of time for meditation, should he alter his eating patterns, or maybe what he's eating, or how often, how much? Maybe this depends on the individual. Ну, наверное, зависит от человека.
some people, their mind is very disturbed by food and they are all the time thinking about food and what can they eat next and how tasty will it be. Для некоторых людей их ум легко а, отвлекается едой, и они думают о том, что съесть еще, а дальше и много мыслей про еду, отвлечение. So this kind of person, it will be helpful maybe if they just eat one or two times a day, the very simple food. Для такого человека ему поможет, если он будет есть, может, 1 или 2 раза в день очень простую еду. But some people, they have no such mind with the food. For them, the food doesn't really disturb their mind at all. Но для других людей у них нету таких проблем с едой, и это не отвлекает их ум совершенно. And for those people, easiest way is eat when you're hungry. И для них проще всего это просто есть, когда они голодны. When you're not hungry, just meditate. А если не голоден, то просто медитируй. All right, next question. Следующий вопрос. Как перестать контролировать дыхание? Вот у многих, кроме этого человека, который задает вопрос, проблема такая, когда человек начинает контролировать дыхание, то он либо укорачивает вдохи, либо удлиняет. От этого бывают головные боли. Да, вот как оставить этот контроль над дыханием? How to stop controlling breath? Many people they start controlling their breath, making it shorter or longer, and then they have headaches. And how to stop this? So a little bit of controlling is normal in the beginning. Небольшой легкий контроль это естественно в начале. And as long as we are practicing with balanced effort and we are enjoying our meditation, then gradually the controlling will fall away by itself. И если мы практикуем с сбалансированным усилием, и мы наслаждаемся практикой, то понемногу это контролирование, оно отпадет само. So I think the first thing to look at is your effort balanced? Are you enjoying the meditation? If it is like this, then the controlling should fall away naturally over time. Так что первое, что надо проверить, практикуете ли вы с сбалансированным усилием и наслаждаетесь ли вы практикой. Если так, то это от контроля отпадет естественно сам со If временем. there is no enjoying of the meditation and you're trying way too hard, then you need to correct this first. Но если вы не наслаждаетесь медитацией и вы прилагаете слишком много усилий, то первое, что надо сделать, это поправить эти моменты. Another reason that we can control the breath sometimes is because we think when we control it, it's easier to know. Другая причина, почему мы иногда можем контролировать дыхание, это мы можем думать, что если мы контролируем, то нам легче знать дыхание. And when we don't control the breath is very gentle and it's difficult to know. А когда мы его не контролируем, дыхание слишком легкое, его трудно знать. If it's like that, then the breath is too subtle meditation object for us at the moment. А если это так, то дыхание просто является слишком тонким объектом для нас в данный момент. So we want to do another type of meditation first that is a bit more coarse before we do mindfulness of breathing. Поэтому мы хотим помедитировать с другим, более грубым объектом в начале, перед тем, как мы перейдем к практике наблюдения дыхания. So you could do some loving kindness meditation, for example, or remembering the qualities of the Buddha, or do some walking meditation or some mantra meditation or something before you do mindfulness of breathing. И мы можем попрактиковать любящую доброту или памятование свойств Будды, или попрактиковать при ходьбе, или мантры, и перед тем, как мы перейдем к наблюдению дыхания. What you don't want to do if you're controlling the breath is to try not to control it.
что вы не хотите делать, когда, когда вы замечаете, что вы контролируете дыхание, это пробовать не контролировать дыхание. If we do that, we can get ourselves in a bit of a negative loop. Потому что если мы будем так делать, то мы можем застрять в негативном повторяющемся круге. Like if I say to you, whatever you do, don't think about Donald Trump naked riding a bicycle. Это как если бы я вам сказала, что бы вы ни делали, не думайте о голом Дональд Трампе, едущем на велосипеде. Very difficult. So we can have Трудно. similar effect when whatever you do, don't control the breath. Very difficult. Такой же эффект может быть, да, что бы ты ни делал, только не контролируй дыхание. So we want to make sure breath is the right object for us. We can focus on it comfortably or enjoying the practice, and then the controlling will fall away naturally by itself. Поэтому мы должны убедиться, что дыхание — это подходящий объект для нас, для практики, и что мы можем наблюдать его расслабившись, и контроль отпадет сам. Next question. Следующий вопрос только что был задан в чате. Как наслаждаться практикой? Как? So just now there was a question in the chat, how to enjoy the practice? Oh, what a sad question. Какой грустный вопрос. So this is what we need to cultivate drop by drop. Это то, что мы должны развивать капля за каплей. You might need to do a little bit of relationship repair with your meditation. Вам может понадобиться восстанавливать свое отношение со своим объектом медитации. A bit like you were stuck in a toxic marriage and you say to your meditation, come on, let's go on a date night. I'll buy you some flowers. Это как если бы вы были в токсичных отношениях в вашей семье, и вы бы сказали своему дыханию, пойдем на свидание, куплю тебе цветы. But we also have to understand if you've been in a toxic marriage for many years, just one bunch of flowers isn't going to be enough. Мы должны понимать, что если у нас много лет были токсичные отношения в семье, то одного букета цветов может быть недостаточно. So breath by breath, we need to relearn how to love our breath, how to appreciate our breath. Дыхание за дыханием мы должны на самом деле научиться как радоваться дыханию, потому что оно есть. And when we do it, it needs to feel true, not fake. И когда мы это делаем, это должно быть искренне, не поддельно. So what can we think about our meditation that is beautiful and true? Что мы можем думать о своей медитации, чтобы это было красиво и истинно? If it's the breath, for example, maybe, oh, breath is keeping me alive. Thank you. Если это дыхание, то может, дыхание поддерживает мою жизнь, спасибо тебе. It's purifying my mind, Оно очищает мой ум, soft and gentle. мягкое. It's my time to unburden myself from the past and the future. Это время, чтобы я сбросил груз прошлого и будущего. And we do this drop by drop. И мы делаем это капля за каплей. We need to use comfort as our guiding direction. И удобность, комфорт должно быть направляющей. So we find the way to be with our meditation object that feels comfortable. То есть мы должны найти, как мы можем быть со своим объектом медитации, чтобы нам было удобно. Very, very important though. If there's not enjoying the practice, you need to change that right away. Это очень важно. Если вы не наслаждаетесь, нету радости в практике, вы должны это изменить. Сейчас же. All right, next question. Только что поступил вопрос такой. Когда мы начинаем медитировать, сразу нужно начинать с помощью подсчитывать дыхание, потом наблюдать глубокий вдох, потом короткий, или можно поступить как-то иначе?
Just now there was a question in the chat. So when we start practicing, do we have to do it like step by step, like counting and then long breath and short breath, or we can start somewhere else? You start by focusing on the breath that is comfortable for you to know. Начинается с того, что вы фокусируетесь на дыхании так, чтобы это было удобно знать дыхание. The direction of progress in meditation is from focusing on a meditation object that is more coarse down towards focusing on a meditation object that is more subtle. That's how we progress, coarse to subtle. Медитация развивается таким образом, что сначала наш объект груб, и по мере практики объект становится все тоньше. Это то, как развивается практика от более грубого объекта к более тонкому. And in the Pali text, we find a rough guide of explaining different stages from coarse to subtle. И в политекстах есть так немного описано, как эти стадии идут от более грубых к более тонким. But it's just a guideline. Но это всего лишь инструкция. So if your mind is coarse, then you focus on the breath a bit more coarse with some noting or counting. Если ваш ум груб, то тогда вы можете сфокусироваться на дыхании более грубым образом, то есть считая, допустим. If your mind is more subtle, then you focus on the breath more subtle. Если ваш ум более тонок, тогда вы можете более тонко наблюдать дыхание. It should always feel comfortable. Всегда должно быть удобно. All right, next question. Следующий вопрос. Если человек практикует Будда-анусати, насколько ярким, контрастным должен быть образ при именно Будда-анусати, и как далеко может эта практика привести новичка? If somebody's practicing Buddha Anusati, how vivid should be the image of the Buddha, and how far can the practice lead? Yeah, so in the beginning stages of Buddha-anusati, it doesn't matter how vivid the Buddha, it matters how sincere your reflection on the qualities of the Buddha. В начальных стадиях этой практики неважно, насколько ярок образ, важно то, насколько искренне ваши размышления о качествах Будды. Because the purpose of the practice is to remember the beautiful qualities of the Buddha. Потому что цель этой практики — это памятовать о красивых качествах Будды. So it is useless if you see the Buddha with very clear shape and beautiful colors, but you're like, oh yeah, the Buddha. Так что это бесполезно, если вы видите образ Будды очень ярким, красивые цвета, но вы просто думаете: Будда. But if you have maybe a roughly idea of the Buddha, but you clearly feel inspired by the Buddha's wisdom, then this is much better. Но, допустим, если вы примерно только имеете представление о том, об образе Будды, но вы очень вдохновлены, допустим, его мудростью, то это намного лучше. If you want to use Buddha-anusati as a protective meditation, then clearly knowing the qualities of the Buddha, clearly remembering the qualities of the Buddha with a roughly image of the Buddha is good enough. Если вы хотите практиковать Будда-анусати как защитную практику, то ясно памятовать, ясно знать качество Будды, даже если образ не ясен, этого вполне достаточно. But we can also use Buddha-anusati as our samatha object. Мы также можем использовать Будда-анусати как наш объект для самадхи. To a very stable access concentration, a very deep access concentration. До глубокого сосредоточения доступа. So if we want to do like that with Buddha-anusati as our main meditation to a very deep access concentration, then we need a stable image.
Если мы хотим использовать эту практику так, то нам надо, чтобы образ был стабильный. But stable is the most important thing, not very, very elaborate or something like that. Но здесь самое главное — это стабильность, а не яркость и сложность. The most important thing is to make sure that you are sincerely reflecting on the Buddha's qualities. Главное, чтобы вы помнили чистосердечно о качествах Будды. All right, next question. У нас два вопроса по поводу одной и той же темы. Значит, первый вопрос. Советуете ли вы такую практику, как медитация на кайсинах? И второй вопрос про кайсины пришел такой. Вот вначале мы смотрим на диск глазами. И что будет критерием того, что мы уже не должны смотреть на объект, а закрыть глаза и представить его внутри? So there are two questions about kasina. So first of all, do you recommend kasina practice? It depends again on the individual. Some people find Kasina practice very easy as a beginner, and some people find it difficult. То есть это зависит от человека. Для некоторых касина — это очень простая практика, а для других сложная. And so then the second question is, so you start by looking at the disc, color disc. And so how do you know when it's time that you had looked enough and it's time to close your eyes? Very nice question. So maybe most of the meditators need a little bit of trial and error. So they close their eyes and they see if they can do or not. And if they can, then they carry on. And if they cannot, and the color disappears with the eyes closed, then they try again with their eyes open. Ну, здесь работает метод проб и ошибок, то есть для большинства медитирующих. То есть они смотрят на диск, потом они просто закрывают глаза и смотрят, есть образ или нет. Если образа нет, тогда открываем глаза и смотрим. But at least we want to practice with our eyes open until the big distractions are gone. So not too much wonder and thought and things like that. And we can keep our attention quite stable with our eyes open. Но мы хотим практиковать с открытыми глазами, по крайней мере, до тех пор, когда грубые отвлечения отпали. То есть мы с открытыми глазами смотрим на диск, и у нас нету слишком много блуждающих мыслей, у нас довольно-таки стабильно мы можем знать этот диск. The first little while of Kasina practice, it might be that you gradually increase the time that you can practice with your eyes closed. So at first, maybe you close your eyes and you can keep the color maybe just for 15 or 20 seconds and then it disappears. You open your eyes again. And then through practicing, maybe you can keep the color 2 or 3 minutes and then open your eyes again. Gradually, you can keep the color for the whole hour. No need to open your eyes. И умение удержать свет, оно постепенно развивается. Вначале, может, у вас получится 15-20 секунд, закрыв глаза, видеть цвет, и он исчезает. Потом вы открываете глаза, вы смотрите, так понемногу, 2-3 минуты, и так понемногу все дольше, и целый час можно тоже потом удерживать. Yeah. All right. Next question. В Висудхимаге сказано, что дыхание следует наблюдать по окружности ноздрей или между носом и верхней губой. Но если это вызывает перенапряжение, в каких местах можно наблюдать дыхание? Well, Visuddhimagga tells us to watch the breath under the nostrils and between the upper lip. But if tension arises, other places, where should we observe the breath? Just focus on the breath wherever it is comfortable. Наблюдайте дыхание там, где это удобно. You can ask yourself, am I breathing? Можете задать себе вопрос, я дышу? Usually, when we ask ourselves that question, our attention automatically finds the breath. Обычно, когда мы задаем себе этот вопрос, наше внимание находит автоматически дыхание. And then, where in my body is it comfortable for my attention to rest on my breath? И далее мы можем спросить, где было бы удобно моему вниманию находиться в теле, чтобы наблюдать дыхание. Just pay attention there. If it's comfortable, you'll be able to do it for a long time. And if you can do it for a long time,
then your concentration will deepen. Если вам будет удобно, вы сможете это делать долгое время. А если вы сможете делать это долгое время, то ваше сосредоточение углубится. All right, next question. Следующий вопрос такой. А, Когда мы медитируем, мы испытываем определенные тактильные ощущения. Иногда они могут быть слишком острые, что будет мешать. И вот Паук Саяда говорит медитировать на дыхание как на концепцию. Не могли бы вы объяснить, что такое медитировать на дыхание как на концепцию? So sometimes our physical sensations can be too gross and disturb our meditation. And so Boxeda says we should observe the breath as a concept. Well, what does it mean? How to observe breath as a concept? So your breath is already a concept. Ваше дыхание уже это понятие, концепция. Concept means it's defined by the observer. Понятие это значит, это определяет наблюдающий. Like if nobody came along and decided what was a tree and what was not a tree, there would be no tree boundary. The boundary is imposed by the observer. Если бы, скажем, не пришел некто и не решил, что такое дерево, то не было бы границ у дерева, и дерева бы не было. Or if nobody come along and decide what is included in the concept of your arm and what is not arm, then there would be no arm. But we all agree on where the boundaries are of arms and not arms, like your wrist and your shoulder. And so the arm is a concept. Или если бы никто не определил, где граница между рукой и не рукой, то не было бы руки и не руки. Но мы все договорились, что вот эта рука, там запястье, плечо, это все договоренность. Defined by the observer. So Это your breath is also a concept. It's the air going in and out of your body. Это определяет наблюдающий. И также и дыхание. Это понятие. Это воздух, который входит и выходит из тела. And the boundaries exactly of where your breath begins and ends is a little bit fuzzy. И граница, где дыхание начинается и заканчивается, немного смыты. But nonetheless, we all know what it means, breath. Но, тем не менее, мы все знаем, что такое дыхание. Means the air going in and out of your body. Это значит воздух, входящий и выходящий из тела. So it should go without saying that the meditation object, when we are practicing mindfulness of breathing, is the breath. И естественно, что объект медитации, наблюдения за дыханием – это дыхание. When we practice mindfulness of breathing, we pay attention to the breath. Когда мы практикуем памятование дыхания, то наш объект – дыхание. The breath is the air going in and out of your body. Дыхание – это входящий и выходящий воздух. And that is a concept. Это понятие. But knowing the breath is very subtle. Но знание дыхания, оно очень тонко. Directly knowing that air is very subtle. Прямо знать этот воздух, это тонко. So in the beginning of our practice, we use different tools to help us know that very subtle breath. Поэтому в начале нашей практики мы используем инструменты для того, которые помогают нам знать это тонкое дыхание. So we already mentioned some of them. We might do some counting, for example, in, out one, in, out two. Мы уже упомянули некоторые из них. Например, мы можем использовать счет. Вдох-выдох раз, вдох-выдох два. So we all understand that those counting and noting isn't the breath. The counting and noting is just helping us remember the breath.
Мы понимаем, что это считание или помечание, это не дыхание, это просто то, что нам помогает знать дыхание. And if we just sit there counting and noting, but we've forgotten all about the breath, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, we've forgotten about the breath. We're not really practicing mindfulness of breathing anymore. И если мы считаем или помечаем, и мы забыли про дыхание, просто сидим и считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, то мы не практикуем наблюдение за дыханием больше. And the body sensations is another tool like counting or noting we can use to help remind us of the breath. Ощущение в теле это другой инструмент, который мы можем использовать точно так же, как считание или помечание для того, чтобы знать дыхание. Because the breath has an impact on the rest of the body. Потому что дыхание влияет на все остальное тело. And so when we notice our abdomen is going up and down, or there's sensations maybe here, it can remind us, oh yeah, the breath, the breath. Just the same as counting or noting. И когда мы замечаем, что живот поднимается, опускается, или замечаем ощущения под носом, они нам напоминают, дыхание, да, дыхание. But in the same way, if we just only watching the physical sensations and we've forgotten about the breath, we're not practicing mindfulness of breathing anymore. Но точно так же, как и с счетом, если мы знаем только ощущения, физические ощущения, мы забыли полностью о дыхании, то мы не практикуем внимательность дыхания. We're just practicing maybe mindfulness of the skin sensations. Мы практикуем памятование ощущений на коже. So it's important that we don't forget the breath because we are practicing mindfulness of breathing. Поэтому важно не забывать про дыхание, потому что мы практикуем памятование дыхания. Your breath is a concept. Ваше дыхание – это понятие. It is the air going in and out of your body. Это воздух, входящий и выходящий из тела. And it's okay if you use some counting or noting or body sensation to help you remember the breath. И вполне нормально использовать счет, пометки или ощущения для того, чтобы знать дыхание. But your meditation object is the breath. Но объект вашей медитации – это дыхание. I hope that's clear. I don't know how to make it more clear than that. Я надеюсь, это ясно. Я не знаю, как яснее объяснить. All right, next question. Следующий вопрос. Как работать с эмоциями? Например, с гневом, волнением или какими-то пристрастиями. И вот в чате еще дополнительно к этому вопросу, как работать с пристрастием к сладкой еде. How to work with emotions, with hate, with anger, or restlessness. And also there is an additional question in the chat, how to work with addiction to sweets. Oh, they're a little bit different, the addiction to sweet and the emotions. Эти вещи немного отличаются, эмоции, да, и привязанность от зависимости от сладости. So I would deal with the addiction to sweet before you deal with the emotions, because the addiction to sweet might be covering up some emotions. Я сначала поговорю о пристрастии к сладостям, потому что это может немного наложиться на эмоции. Or it might just be a bad habit because the culture tries to get us addicted to sweet. Но это может быть также и просто плохая привычка, потому что культура в нас развивает зависимость от сладкого. Anyway, with addiction to sweet, maybe easiest way is just don't have any sweet for 1 week or something like that. A little bit discipline. С зависимостью от сладкого, может, самое легкое – это воздержаться от сладкого неделю. Дисциплина. And you can expect it to be difficult. И вы можете ожидать, что это будет сложно. When craving for the sweet arises, you notice, okay, this is just my craving, and you don't have the sweet.
И когда жажда сладости возникает, вы просто замечаете, что это жажда, и вы не едите никаких сладостей. Mm. Mm. As for dealing with difficult emotions, so first step needs to be acceptance. Что касается сложных эмоций, первый шаг — это принятие. And acceptance arises because of sustained attention. So we need to be able to keep our attention on that difficult emotion for a long time. И принятие возникает из-за того, что мы удерживаем внимание, поэтому мы должны уметь удержать долгое время внимание на этой эмоции. And to keep our attention on the difficult emotion for a long time, we need to have the stable way to perceive the emotion. И для того, чтобы мы смогли долгое время удержать внимание на сложной эмоции, мы должны а, иметь stable way to Perceive the emotion. а, способ, как воспринимать эмоцию стабильно. And that will be different for different people. И это будет отличаться для разных людей. Some people, for example, they find it very helpful to notice the body sensations associated with that emotion. Некоторым людям им очень помогает заметить физические ощущения, связанные с этой эмоцией. Some people find it very helpful to use a word or a mental note to represent the emotion, like this is anger, this is anger. А для других людей очень помогает использовать какое-то слово или пометить то, что происходит. Да, это гнев, это гнев. And some people might find it easy to find a mental image to represent the emotion, like it's like a stormy sea or a burning fire. А для некоторых помогает найти какой-то образ, который отражает эту эмоцию, допустим, бурное море или бушующий огонь. So we need to find the one that we can do, find the stable way to perceive the emotion, and then we need to welcome it and accept it. Поэтому нам надо найти свой способ, который позволит нам воспринимать эмоцию, быть с эмоцией долгое время, и тогда сказать ей добро пожаловать и принять ее. Anger, welcome. Гнев, добро пожаловать. And as we welcome it, we might start to understand it might need a specific type of wise attention. И когда мы его приветствуем, то мы можем начать понимать, что нам нужно какое-то определенное мудрое внимание по отношению к нему. Anger, it often needs, not always, but it often needs our validation. You mean validation? I don't know which word. Validation, like, of course you're angry. Гнев часто, что он требует, это подтверждение. Да, подтверждение. Конечно, ты злишься. Some other types of emotions, maybe they need our kindness or our forgiveness. Другие эмоции могут, им может надобиться наша доброта или наше прощение. Or they might need our gratitude or our rejoicing, Или наша благодарность или сорадование. or many different flavors, but it's difficult to know unless we did some accepting first. So, first step is stable perception of the emotion and then welcoming and accepting. То есть может быть разный вкус у этого дыхания, у этого внимания. Вот. Так. Но самое главное, вначале мы должны принять, вначале мы должны установить стабильное внимание, да, восприятие такое, чтобы у нас было стабильное внимание на эмоции, и тогда принять ее. All right, great. Oh, we have 4 minutes left. У нас осталось 4 минуты. Тогда можно you- последний Like вопрос? another question, or we meditate together. Maybe we do another question, then you can meditate together after I'm gone. How about that? Либо мы делаем еще один вопрос, и вы сможете помедитировать тогда уже, когда меня не будет, либо мы помедитируем вместе.
Что вы хотите, Влад? Давайте вопрос, потому что короткий. Вопрос. The question is short question. All right, but you have to promise then you will meditate after I'm gone. Ну, должны пообещать, что вы будете медитировать, когда я отключусь. Yes. Okay, good. What's the question? Как вы понимаете, что такое ниббана? How do you understand what is Nibbana? It's a short Nibbana is question. the remainderless ending of all suffering. Это полное окончание всего страдания. And it is the absence of everything that is anicca, dukkha, anatta. Это отсутствие всего, что является аниччей, дукхой и анатой. Okay, it's enough. Этого достаточно. All right, maybe we just sit together for a few minutes to share merit. Давайте разделим заслуги, вместе посидим, помедитируем. And so we're going to meditate with the intention that whatever we found beneficial today, we can carry it forwards into the future. И мы помедитируем с намерением, что то, что нам было полезно, мы возьмем с собой в будущее. And whatever hasn't been beneficial, we can leave it to one side. А то, что не было полезным, мы оставим это в стороне. And whatever goodness we've cultivated together here today, И то хорошее, что мы развили здесь вместе сегодня, either directly or indirectly, прямо или косвенно, may it be of benefit to all beings. пусть это будет во благо всем живым существам. All right, we're going to sit together for 2 minutes and I'll finish with this. Помедитируем 2 минуты. Ding. Okay. Sadhu, thank you so much. Lovely people. We didn't get to meditate together for very long, so you need to go and meditate now, okay? Мы не очень много помедитировали вместе, так что идите и медитируйте теперь. It was lovely to meet you all today. Было приятно со всеми вами встретиться сегодня. Thank you Thank for you. translating. Thank Bye for you. now. Thank you. Thank you, Beth. Thank you. Thank you, Sister Pia. Thank you so much. I appreciate it.